Всем привет! Вы на канале 88 клубков, это канал по вязанию, меня зовут Настя. Сегодня вяжу многофункциональную, очень практичную сумку из трикотажной пряжи. Обращаю ваше внимание, моя нить имеет состав и толщину полиэфирного шнура, но выглядит полностью как трикотажная пряжа. Несмотря на это, ниточка эластичная, вяжется очень легко, в полотно ложится ровно. И очень хороший у нее метраж на вес. 160 метров в одном мотке, 280 грамм. По-хорошему, одного моточка хватит на небольшую сумочку, но мое изделие достаточно вместительное, оно демисезонное. Я приготовила фурнитуру в виде донышка. Донышко плотное, не нужно заморачиваться с добавлениями на дно, такое дно не будет вытягиваться и проминаться. Его размеры 32 сантиметра на 7 сантиметров. Также в комплекте идут ручки. Они уже с отверстиями под крепление на иголку. Приготовила нить и иглу в тон своей фурнитуры. Хочу сказать, что фурнитура есть в разных цветах. Вам нужно выбрать цвет фурнитуры и пряжи, и изделие будет смотреться очень здорово. Вязать буду крючком 5 миллиметров. Приготовила крючок 3,5 миллиметра как вспомогательный. Его головка хорошо проходит в отверстие по фурнитуре. Все необходимые ссылки на материалы и инструменты, как всегда, остаются в описании под этим роликом. По ходу озвучу рядность, количество петель, свои размеры в сантиметрах, чтобы вы легко могли адаптироваться к любой пряже. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, переходим к работе. Начну вязание с вершины одного из поворотов. Мне это удобнее всего сделать. Здесь вставляю крючок 3,5 миллиметра, подхватываю нить с небольшим запасом, вывожу ее на лицевую сторону и в каждую следующую точку, вставляя крючок, провязываю соединительную. Здесь не делаю туго, так как в дальнейшем перейду на крючок большего размера. Следующая точка. Соединительная, следующая точка, соединительная. По сути, это обвязка декоративная. Так прохожусь в каждую точку и возвращаюсь в исходную. Здесь у меня последняя точка круга. Вставляя в нее крючок, я захватываю этот небольшой запас нити. Вывожу его на лицо и вытягиваю в петлю на крючке. Далее делаю соединение с первой петлей, увожу нить под нее и возвращаю в исходную точку. Этот хвостик оказывается на изнанке. В последующем он просто вяжется в полотно. Здесь теперь на этом повороте, ровно как и на этом, нужно сделать 3 добавления. В 3 точках провязать по 2 столбика. Этих добавлений будет достаточно. Вот она центральная, 1, 2 сбоку. Отодвигаю обвязку, вставляю крючок. Здесь уже работаю с помощью рабочей нити. Вытягиваю нить на лицо и провязываю столбик без накида. В эту же самую точку еще один столбик. Это та самая добавка, о которой я говорила. Далее одиночная петля, столбик, центральная точка. В эту точку провязываю 2 столбика. Следующее, 1 столбик в эту точку. И еще одно последнее добавление закругления, 2 столбика в одну точку. Еще раз обращаю внимание, здесь провязано 2 столбика, 1, центральная 2 столбика, 1, 2 столбика, 3 добавки на повороте. Все, больше делать добавления я не буду. Дальше просто вяжу в одну точку 1 столбик, так по кругу. Но эти же самые 3 добавления я обязательно повторяю и на этом повороте. Сейчас у меня получилось ровно 70 петель в круг. Напоминаю, 3 добавления здесь, 3 здесь, 6 добавок я провязала. На этом этапе убираю крючок 3,5 миллиметра, беру крючок 5 миллиметров. Здесь делаю соединение. В первую кромочную косу ряда вставляю крючок и увожу рабочую петлю на изнанку. Немножко ее фиксирую, придерживаю рукой. С помощью рабочей нити делаю на крючок накид.
Вставляю крючок в соединение и подхватываю ту петлю, которую удерживала. Вытягиваю рабочую нить, провязываю основание столбика и воздушная петля. Таким образом у меня получается столбик с одним накидом. Весь узор полотна будут формировать такие столбики. Они здорово смотрятся. Можно с помощью пропуска провязывания формировать орнамент. Накид, следующая точка за обе дужки кромочной косы, провязываю столбик с одним накидом. Готово. Накид. И так далее. 70 столбиков в каждом ряду. Вяжу ряд за рядом на необходимую глубину изделия. Здесь у меня уже никаких добавлений, никаких убавлений. По ровной идет вязание стенок. У меня закончился первый ряд. Вынимаю крючок, вставляю в первую кромочную косу. Очень внимательно. Она прям перед вторым столбиком этого ряда. Можно перепутать, вставить сюда, тогда будет немножко искажаться форма изделия. Вот эти две дужки. Увожу петлю наизнанку. Точно так же фиксирую ее. С помощью рабочей нити делаю накид. Вставляю крючок в соединение, подхватываю петлю и формирую первый столбик следующего ряда. Воздушная. Готово. Так далее, ряд за рядом, вяжу необходимую глубину своей сумочки. Сейчас у меня провязано 11 рядов. Глубина около 16 сантиметров, и на этом этапе закончился первый моток пряжи. Учитывая свой узор, я сшиваю пряжу стык в стык. Если вы вяжете более плотным узором, здесь, конечно, можно ввязать нить, но у меня самый оптимальный вариант — это сшить ее. И продолжаю навязывать глубину. Сейчас у меня провязано 17 рядов глубины. Мне уже достаточно. Получается около 30 сантиметров. Можно вязать дальше, остается немного пряжи, но я перехожу уже к обвязочному ряду. Хочу пройтись обвязкой, чтобы завершить край изделия, чтобы он не был рыхлым. Самыми простыми соединительными петлями. В первую кромочную косу вставляю крючок, подтягиваю нить и закрепляю соединительной. Дальше следующая точка соединительная. Сильно не затягиваю, но в то же время немножко собираю кромку. Так по кругу, соответственно, 70 соединительных. Я немножко укорачиваю нить. Не сильно, нить достаточно скользкая, поэтому лучше ее подшить. И в первую обвязочную точку вставляю крючок, увожу нить туда. Далее, чтобы закольцевать, возвращаю ее в исходную точку. Она оказывается на изнанке. Здесь немножко прячу в толщину столбиков и подшиваю. Далее пришиваю ручки. Сумка получилась просто обалденная. Ручки я пришила стежком через один, сквозным методом, так как отверстия по изнанке и по лицу соответствуют друг другу. Такое изделие не требует вшивания подкладки, смотрится здорово и так, но я вставляю косметичку в тон моей фурнитуры. Это завершит изделие и придаст ему функциональности. Сумка прекрасно впишется в любой гардероб, выполнена в трендовом цвете сезона. Все необходимые ссылки и параметры готового изделия остаются для вас в описании. Итоговый размер 34 сантиметра ширина и 30 сантиметров глубина. Ушло почти 2 мотка пряжи. Из остатка пряжи можно связать кисточку-брелок или внутренний карман для изделия. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, будет много интересных видео. Всем пока!